Коллеги, всем привет, Антон Сабуров на связи, рад вас видеть в новом видео. Это продолжение предыдущего видео, которое я выставлял на канале про новые AI для маркетинга. И сегодня мы с вами общаемся про Google AI Studio и в частности про нейронную сеть Gemini. Я покажу вам интерфейс Google AI Studio, покажу интересные сценарии, как вы можете использовать это в вашей работе, и покажу немножечко магии, которая у нас творится на уровне нейросетей. Рад вас видеть, и давайте будем начинать. Я в интерфейсе Google AI Studio. Это среда разработки, это профессиональный инструмент для девелоперов, для ребят, кто занимается разработкой, в частности AI-инженеры. И, честно скажу, это инструмент не для всех, но если вы как обыватель попробуете в нем разобраться, вы увидите огромный потенциал в нейросетях и то, как вы можете это использовать для себя. Об этом я сегодня хочу вам рассказать, то, как я использую ее для себя, какие вижу возможности и почему стоит развиваться в этом направлении. Начнем с того, что у нас есть три направления. У нас есть левая менюшка, где есть ваша библиотека, где есть запуск новых промптов. Посередине область работы основная, да, здесь у нас как раз идет и наш чат-бот, то, где мы подключаемся, работаем с моделью, и есть правая такая область настройки. Давайте перейдем вначале в настройки, я покажу там важный функционал, и он связан с финансовыми задачами. А сколько мы вообще будем за эту историю платить? На июнь 2024 года использование Gemini 1.5 Pro бесплатное, но с ограничениями. У нас есть 50 запросов в день, соответственно, мы можем его использовать. Если мы используем другую модель, соответственно, у нас здесь объем больше, да, допустим, до 1500 на Gemini 1 Pro и на 1,5-50. Видите, какая большая разница. Вот. Но я рекомендую использовать 1.5, она реально крутая, но, опять же, в рамках этого количества рассчитывайте свои силы. Допустим, я сегодня уже все свои лимиты потратил. Но при этом есть вторая возможность, это использование ее за отдельную плату. Соответственно, здесь у нас идет оплата за input, за ввод, да, потому что модельку нужно обучать, и это тоже отдельная механика, и, соответственно, за вывод. Цены, соответственно, у вас на глазах, и должен сказать, что цены, к сожалению, меняются, чаще всего в увеличении, поэтому они могут быть немножечко побольше. Один из важных моментов использования Google AI Studio это в том, что он дает нам доступ к API, к языку обмена данными, и дальше мы его уже забираем инструменты типа Make. Поэтому используем эту среду для тренировки, для работы, для выведения наших моделей, которые мы обучаем на своих данных. Об этом сегодня вам обязательно расскажу. И дальше, собственно, получаем API-ключ. Достаточно легко вы его можете сгенерировать, да, то есть нажали кнопку, приняли информацию, соответственно, получили ключик. Угу. Вот. И после этого в инструменты типа Make можем его добавлять. Здесь все достаточно просто, понятно и легко. Давайте вернемся обратно и расскажу теперь про интерфейс. С интерфейсом все тоже достаточно просто. У нас есть название нашего промпта, с которым мы работаем, да, собственно, мы его называем, делаем какое-то описание для нас. Из важного у нас есть инструкции, и вот эту область важно использовать. Это улучшить качество результатов ваших промптов и вашей работы. Соответственно, здесь мы называем, кто мы, что мы делаем, в какой роли, собственно, мы с данным промптом работаем и какой результат мы хотим получить. В частности, допустим, я работаю с YouTube-видео, и я здесь прописываю, что работаю со мной как SEO-оптимизатор, мне нужно сделать то-то, то-то. Угу. Вот я покажу вам дальше на примерах. Супер, здесь все достаточно легко, и дальше идет коммуникация. Да. Коммуникация в AI Studio идет следующим образом. Вы используете контент, вы можете его отправлять там, некоторой выборкой, да, видите, у нас они уходят. И после того, когда вы собрали вот эту необходимую область информации, в частности, ну, там первое, допустим, отправили какую-то вводную, дальше какое-то уточнение, и после этого нажимаете кнопку Run, и у вас запускается обработка. Да? То есть он немного отличается по функционалу от чата GPT, где вы сразу же в моменте получаете ответ. Из-за того, что вы хотите добавлять, у нас по плюсику добавляется Google Диск, можно отдельно загружать, но опять же на диск, записывать аудио, добавлять изображение и видео. А сэмплы аудио и видео – это те примеры, которые есть у него в библиотеке, вы можете их использовать спокойно. Но это чисто, мне кажется, в демонстрационных целях все-таки лучше со своим контентом работать. Правая область настроек, конкретно нашего промпта. Здесь выбираем те варианты, которые у нас есть по моделям. Да, соответственно, моя рекомендация 1.5 Pro. Если лимиты уже подрезаны, тогда
да, на 1 Pro можно использовать спокойно. Здесь мы видим объем использованного нами токенов в рамках этой сессии. Температура — это то, насколько будет обманывать и врать нейросеть. Соответственно, если мы выставляем меньше, у него больше вариативности. Выставляем больше, он более четкий ответ дает. Стопы по секвенциям для того, чтобы не запускали, здесь прописываем необходимые теги. Здесь тоже все достаточно понятно. Настройки безопасности. Здесь есть 4 поля, которые вы выбираете для себя. То есть можно сделать, чтобы... Да, видите, там фильтры отключились, и вся информация выдавалась полностью, да, то есть ничего не блокировать, либо наоборот ее запретить. Здесь смотрите от контекста, который у вас идет. Если вы работаете, допустим, для бизнеса, то здесь лучше, наверное, в каких-то рамках адекватных, да, то есть там в серединочке, допустим. Если вы для себя как-то эту модель тренируете, то тогда, соответственно, можно без блокировок делать. И расширенные настройки, здесь идет выдача JSON, если вы, допустим, в моем случае, допустим, для YouTube генерируете выдачу, то можно ее использовать. Собственно, в настройке их не так много, что на самом деле радует. Пойдемте в генерацию. На самом деле работу с промптами собственно, она есть, она нас встречает здесь. Единственное, из маленьких настроек, все ваши промпты, которые вы делаете, хранятся на Google диске, да, сохраняя здесь, вы получаете доступ у себя. Ими можно делиться. В частности, давайте я какой-нибудь открою из предыдущих. Ими можно делиться, соответственно, добавлять сюда людей, как в нашими всеми любимыми Google документах. Это достаточно удобно. Соответственно, люди получают здесь доступ, может тоже работать с этим контентом. И отдельно есть вот эти кнопочки, которые не всегда видят. Допустим, здесь можно сделать копию, да, там сохранить ее, там удалить промпт и так далее. На самом деле по настройкам здесь все достаточно легко. Внутри, когда у нас уже идет работа, то, соответственно, здесь мы можем редактировать, в том числе и ответы самой модели, как вы видите. И кроме этого можем ее попробовать пересоздать, то есть перегнать. Собственно, все, да, там, конечно, кнопки удаления, если необходимо, и, соответственно, дальше можно там копировать Markdown в какие-то отдельные системы, в частности, в Notion, допустим, да, он умеет работать с этим инструментом. Все, здесь достаточно легкая механика, я не буду углубляться в prompt engineering, потому что на текущем этапе, на самом деле, эта среда как раз для этого и существует, попробовать разные подходы, как можно с самой нейросетью использовать. Очень похожий инструмент для песочницы, которая есть в ChatGPT, где аналогичную механику вы тоже можете делать, увидеть количество используемых токенов, как она выдается, но на самом деле я вижу большой потенциал использования этого как отдельного инструмента для того, чтобы здесь как раз прокачать ваши навыки работы с Gemini, в частности, и уже для себя его практически поприменять. Теперь давайте покажу вам на самом деле наиболее, наверное, интересную часть Google AI Studio – это работа с структурными промптами. И они сильно интереснее. Давайте тоже буду показывать на своих примерах, так будет вам немножечко попроще. Соответственно, пример такой структуризации в полностью уже настроенной модельке. У нас есть его название и как раз тот input, который нам нужен с точки зрения управления. То есть здесь вы общаетесь как SEO-эксперт и делаете оптимизацию контента. Соответственно, дальше у нас есть две области. Это область примеров и область как раз выдачи информации. Соответственно, здесь я сделаю следующие вещи. У нас есть input, это некоторая вводная, да, в моем случае здесь текст, транскрибация текста, который будет в самом видео, и я получаю, как пример, да, здесь показываю пример, оптимизация этого контента, где там есть части, есть описание, есть кейворды. Можно все это вбивать вручную, но видите, да, здесь объем, это может быть достаточно сложно, но собственно, ручной input у вас доступен, да, соответственно, вбиваете здесь вводную, там левый столбик, правый столбик вбиваете здесь то, что нейросеть должна выдать, результат, то есть это обучаемый материал. Но я рекомендую эти примеры, этот образовательный контент, который вам нужен для того, чтобы нейросетку натренировать, и делать через импорт. На самом деле это сильно проще, и смотрите, как это происходит. Вы нажимаете кнопку «Импорт» и дальше выбираете тот лист, на котором вы хотите обучить. У меня есть экселевская табличка, где, соответственно, у меня собраны эти материалы, в частности, папочки temp. У меня есть две колонки, колонка SEO и колонка descriptions, описание. Делайте, кто за что будет отвечать. В частности, SEO для меня это выходные данные, а входные данные это описание.
Соответственно, вот дальше добавляете 23 примера. 23 примера не зря сделано. Минималка, которая нам потребуется дальше, 20 примеров, поэтому старайтесь информации побольше добавлять. Вот. Но они у меня уже загружены, поэтому я не добавляю их. Есть. Соответственно, дальше здесь мы можем ее и протестировать, добавив, опять же, слева там необходимую информацию, и дальше, нажимая кнопку Generate Response, да, мы получаем тот ответ. Если видим, что он более-менее нам соответствует, то все круто. Но основная магия начинается дальше, когда мы попробуем эту модель обучить и ее улучшить. Это называется New Tuned Model, да, то есть сделать новую прокачанную модельку. И здесь достаточно простая настройка. Мы выбираем с вами структурный промпт, который сделали на предыдущем этапе, в частности, в моем случае, вот он. Да, вы, собственно, пример дается, дальше вы ее называете, выбираете модель, особо выбирать-то нечего, и нажимаете кнопку Tune. И у нас появляется вот такая вот информация с обработкой, с проходами, с тем, что у вас моделька улучшилась. И после этого вы можете отдельно использовать эту натренированную модель в своей работе. И вот это одна из, наверное, фишек Google AI Studio в том, что дальше вы на вот этом массиве данных, которые загрузили внутрь, вы можете использовать его для внешних работ. В частности, как я говорил в предыдущем видео, в том, что вы можете сюда отправить ответы вашего контакт-центра, допустим, либо какие-то скрипты в вашей работе, тем самым натренировав эту модель на собственных данных, и после этого через API с внешними инструментами уже подгрузиться и работать с вашей внутренней вот этой нейронной сетью. Я покажу пример, как это выглядит. В этом случае у нас уже нету там описания, мы используем в качестве модели нашу нетренированную модельку. И вот здесь я покажу fail и norm. Вот это fail. Да, мы загружаем там в качестве теста там некоторые вводные данные, и, допустим, смотрите, я пошел генерировать. И пац, да, закончились лимиты просто физически дневные, и видите, у меня там информация нулевая. Но при этом, если, допустим, вверху, как она в примере здесь оказалась, вы можете здесь нажать на кнопку, добавить этот промпт, да, соответственно, его добавить в пример. Вот. И вот здесь пример выше, когда у меня еще лимиты не закончились, по тому, когда вот этот output, то есть в моем случае это вот SEO-оптимизация, она выдается, и она в разы круче, чем на предыдущем этапе. То есть после тренировки, после тюнинга моделька стала реально в разы лучше, интереснее, и я максимально рекомендую вот этот подход делать к снаряду, да, то есть какую-то двойную активность для того, чтобы получить свою натренированную модель на ваших данных, которые вы будете использовать. И вот это то волшебство, ради чего стоит заходить в AI Studio и обучать эту модель на вашей вводной информации. Как вы видите, у нас всего лишь 3 экрана по тому, когда мы можем создать собственную модель, тренированную, и, соответственно, ее использовать уже в каких-то внешних инструментах, да, в тех же инструментах Make. И вот это та магия, которую я и хотел в этом видео вам показать, и о том, что вы можете ее использовать. Вот, все, коллеги, достаточно просто. Каких-то супер навыков программирования не нужно, но это открывает огромные перспективы нам, потому когда вы можете на ваших данных использовать его в качестве своей работы. Да? То есть тренируйте нейронку для ваших бизнесовых задач, используйте их в вашей практике. Коллеги, я надеюсь, все было понятно. В комментах поставьте от 1 до 10 оценочку для этого видоса, буду понимать. И я готовлю для вас следующее видео с нейросетью Claude, которую сейчас тоже активно использую в своей работе, и готовлю для вас тоже большой материал, поэтому не переключайтесь. Следующее видео, если вы смотрите его в реал-тайме, будет в ближайшее время, через неделю. Если смотрите уже в записи, то в конечных титрах она будет, поэтому обязательно переходите дальше, и не прощаюсь надолго. С вами был Антон Сапуров. Пока-пока.